Привет! Совсем не важно, сколько тебе лет и как давно ты в музыке, и пользуешься ли ты FL Studio. Речь идет не об эксклюзиве, как у PlayStation. Сейчас я расскажу вам о таком непримечательном малыше, которого назвали Эдисон. Как и большинство, узнал я о его крутизне довольно поздно. Но лучше поздно, чем никогда, верно? Это видео будет разделено на 3 части, а под конец я покажу вам, как автор музыки Doom зашифровал пентаграмму в звуковую волну, и поэтому смотрим до конца. Серьезно, я хочу, чтобы ты досмотрел или досмотрела до конца. А еще я хочу попросить тебя подписаться на канал, ведь впереди много интересного, и это точно не стоит пропускать. Итак, Эдисон — это встроенный в FL Studio плагин, который, кстати, доступен не на всех пакетах, но нас это не интересует, поэтому перейду сразу к его функционалу. Сверху у нас панель управления, ниже окно волноформ, ниже скролл-бар, и в самом низу находится еще одна панель управления, но это уже исключительно для работы в окне волноформы. Часть первая. Панель инструментов. Теперь по порядку. Ах да, забыл сказать, что информация запоминается лучше, если подписаться на автора и поставить лайк под видео. А еще, чтобы реально все запомнить, советую каждое действие повторять за мной. И, если надо, отматывать видео назад. Окей, слева значок 2 звеньев. Он нужен, чтобы звук в Эдисоне воспроизводился либо вместе с проектом, когда включен, либо независимо от проекта, когда выключен. Далее значок бесконечности. Если ваш сэмпл в Эдисоне закончится, то его воспроизведение начнется заново, пока вручную не остановите. Кнопка воспроизведения и паузы, ручная перемотка. Кнопка стоп возвращает курсор в начало области воспроизведения. Да, есть такая область, дальше объясню. Кнопка записи. Кстати, ее можно автоматизировать, если нажать правой кнопкой мыши. Это пригодится, если вы хотите начать запись в определенный момент времени. Также есть условия записи, всего 4. Now, то есть сейчас же, нажимаете на кнопку, он записывает. On input при появлении входящего сигнала. Сразу спросите, а как он это понимает? Смотрите сюда. Здесь маленькая кнопка справа, можно настроить чувствительность. То есть, когда звук выше этого порога, запись начинается. Input. Только при наличии входящего сигнала. Удобно, если на записи могут быть большие паузы, он их не запишет. On play. Только при старте проигрывания проекта. Это очень удобно, если вы хотите писать напрямую в Эдисон, слушая при этом минус. Также Эдисон сам ставит метку, когда весь проект ставится на паузу. Следующий параметр – параметр записи. Тут можно выбрать длительность, минута, 5 или час, или размер записи в мегабайтах. И там 1 гиг еще где-то затерялся. Кнопочка Append, то есть добавление, добавляет новую запись к уже существующей, если вы решили записать что-то заново. В противном случае, если она выключена, старая запись сотрется, и вы уже никогда ее не найдете. Следующие элементы я рассмотрю в третьей части видео, но сейчас вкратце скажу, что есть быстрый доступ к функциям плагина. Файл, формат, Edit, Tools, Regions, View, Snap, Select и Zoom. Часть вторая. Плитка инструментов. О части этих инструментов я также рассказал в третьей части, поэтому надолго тут вас не задержу, расскажу лишь об основных функциях. Кнопка Undo. Если нажать левой кнопкой мыши, отменит предыдущее действие, а если нажать еще раз, отменит отмену. А если нажать правой кнопкой мыши, покажет историю. Claw Machine. Открывает инструмент Claw Machine. Этот инструмент может изменять звучание лупов или сэмплов и добавлять новые ритмы в них. Нормализация, то есть увеличение громкости до 0 дБ. Пожалуйста, подпишись на мой канал. Пожалуйста, подпишись на мой канал. Обрезка пустот левой кнопкой мыши, либо обрезка до порогового значения правой кнопкой. Помните, мы выбирали пороговое значение для записи? Вот это и тут работает. Fade in на левую мышь, деклик на правую мышь, и Fade out на левую мышь, деклик на правую мышь. Запуск сценария или скрипта, тоже попозже расскажу. Растяжение во времени. Можно продлить сэмпл с 2 до 3 секунд, например, или удлинить в 2 раза. Тут вот такое окно выходит, можно поиграться с разными режимами, они дают разный результат. Кстати, мне не очень нравится, как этот инструмент реализован в FL-ке. Реверберация. Импульсный ревербератор на основе сэмпла. Об импульсных ревербераторах я расскажу в отдельном видео. Размытие, Equalize, очистка, которая устраняет шумы. Чтобы удалить шум из сэмпла, надо сначала выделить шум, нажать правую кнопку мыши на расческе, затем выделить область, где надо удалить шум, и нажать левую кнопку мыши по расческе. Можно настроить немного и в конце нажать Accept. Примерно тем же занимается плагин Supertone Clean, только здесь вручную все. Добавить, удалить маркер, регион. Левая кнопка мыши добавляет маркер в начало выделенной области, повторное нажатие удаляет этот маркер. Правая кнопка мыши добавляет область, 2 маркера слева и справа в выделенной зоне. Повторное нажатие маркеры удаляет. Кстати, если выделить области как-то иначе, то он не сможет удалить ранее добавленные маркеры. Для точного выделения надо дважды нажать на маркер и дальше уже удалять, если нужно. Перетащить, скопировать, переместить выделение. Если нажать левую кнопку мыши и перетащить иконку, да, перетащить иконку, то можно будет выбранную область или весь сэмпл перенести, например, на плейлист или в сэмплер. Отправить сэмпл или выделенную область в плейлист. Ну, здесь, я думаю, понятно.
Часть третья. Рабочая область и окно волноформы. Вы могли заметить, что в самой верхней части окна волноформы есть строка. Вот тут мы можем быстро выбрать глубину битности 32 или 16 бит, а также переключить стерео и моно. Еще есть еле заметная кнопка Free, нажав на которую мы переключимся в режим синхронизации темпа, Эдисона и проекта. Друзья, очень важная информация. Если подписаться на мой канал, можно узнать много нового. А если поставить лайк этому видео, то вам придет плюс 50 к армии. Все, всех обнял. Вот еще важная информация. Если нажать на определенную точку вот сюда, то выйдет окно. Это основные настройки нашей записи. По порядку. Title — это внутреннее имя нашего сэмпла, его описание в FL Studio. Но вы же знаете, да, что имя файла и имя сэмпла в FL не обязательно должны совпадать. Это так, для удобства. Comments. Здесь ваш комментарий к сэмплу. Эта информация отображается в подробной информации о сэмпле. File name. Можно задать особое имя файла. Именно его будет видно в проводнике. Если его не дать, Edison именует сэмпл в соответствии с title. Вот пример. У меня есть луп, который я записал сейчас в Edison. Если я отправлю его на плейлист, то имя будет выставлено автоматически. Если же я дам ему title, то уже почти все будет окей. Коммент и имя не обязательно, но можно. Формат. Sample rate, глубина битности и стерео моно. Sample rate часто совпадает с частотой нашей DAW, а битность можно выбирать вручную. Что это такое, я хочу рассказать в одном из будущих видео. Дайте знать, если вам интересно. Может, наконец-то запишу. Темпо. Можно задать настройки темпа. Round — округлить. Если у нас темп 68,9, он округлит до 69. Лимит. Можно задать верхнюю и нижнюю границы темпа. Удобно, чтобы не считать и писать вручную, и повысить темп сэмплов в 2 или 4 раза. Например, с 80 до 160 BPM, не изменяя его реальную скорость. Иногда это очень важно, чтобы совместить два лупа в разных темпах, типа 60 BPM первый и 142. Auto Detect. Edison сам определяет, какой темп у лупа, но срабатывает это не всегда хорошо. Default. Важная кнопка. Если меняется темп проекта, Edison этого не видит, но можно нажать на эту кнопку, и темп в Edison синхронизируется с темпом проекта. Length — длина сэмпла в Edison. Сэмплер. Сильно много не расскажу, вот почитайте, кому интересно. Вкратце, это нужно для сэмплеров и ромплеров, вроде Fruity Direct. Вкратце, это нужно для сэмплеров и ромплеров вроде Fruity Direct Wave, Native Instruments Contact и подобных. А теперь поговорим о самом окне с волноформой. Снизу написано «Нажмите, чтобы загрузить сэмпл», так что мы можем нажать и открыть что-то свое. Также, если вы ничего не записывали, можно добавить сэмпл перетаскиванием из проводника Windows или проводника FL Studio. Если нужно добавить один сэмпл в конец записи, то обычным перетаскиванием это сделать не получится. Для этого нажимаем Shift и добавляем. Двигая колесом мыши, можем масштабировать нашу рабочую область. Если зажать Ctrl, то масштабирование будет более медленным и точным. Также, если зажать колесом мыши, можно изменять масштаб, двигая мышь вверх-вниз, а также изменять позицию окна, двигая мышь влево-вправо, все еще зажатым колесом. По мне, так это самый удобный способ перемещаться по записи. Ну и также внизу есть ползунок горизонтальной прокрутки. Сейчас я хочу рассказать, как работает выделение. По умолчанию ничего не выделено, но стоит зажать левую кнопку мыши, как начнется выделение. Если отпустить, то можно расширять области влево и вправо вот так. А если нажать дважды, то мы сбросим выделение. Далее, если нажать два раза Space, то наш невидимый курсор переместится в самое начало аудио. Если у нас уже выделена какая-то область, то нужно нажать дважды на левую мышь и зажать. Так можно выделить область самостоятельно с любого момента. Теперь, когда с этим разобрались, переходим в окно настроек сэмпла. Если нажать правую кнопку мыши на записи, выйдет следующий список. Здесь можно создать новый проект, загрузить сэмпл, сохранить запись или сохранить запись в максимальном формате 24 бит WAV, настройки по мелочи, позже объясню. About, здесь про создателей Edison. Экспорт изображения. Можно вывести то, что сейчас вы видите в Edison в виде картинки PNG. А в недавних проектах можно открыть то, что недавно открывалось в Edison. Формат. Можно выбрать формат записи 16 бит или 32 бита. Кстати, про битность, наверное, все-таки стоит рассказать в другом видео, как вы думаете. Если я запишу его, то ссылка появится где-то тут наверху. А также моно или стерео. Edit. Тут много настроек. Undo Redo — это отмена и возврат действия, об этом ранее упоминал. Undo History отображает последние 10 действий. Отмена с помощью микса. Можете почитать, я покажу на экране. Enable Undo for Large Samples. Важная настройка, которую стоит выключать, если вам нужно снизить нагрузку на процессор или память. Ограничивает использование памяти до 16 мегабайт, что, по-моему, мало. Хорошо было бы добавить возможность ограничивать до 32 или, скажем, до 500 мегабайт. Далее неактивные элементы. Активировать их можно, если выделить часть сэмпла и нажать Ctrl-C. То есть копи. В этом случае теперь можно Paste Insert. Вставляет скопированный сэмпл в начало выделенной области.
Paste Replace заменяет начало выделенной области на скопированный сэмпл. Paste Mix вставляет скопированный сэмпл и миксует его с уже существующим. Paste Mix Envelope то же самое, но автоматически подгоняет уровни громкости друг к другу. Paste Mix Spectral. Можно смешать два сэмпла, но тот, что вставляем, мы можем ограничить по спектру. Это особо удобно, если мы не хотим смешивать низкие частоты, чтобы не вызвать конфликт. Clear очищает выделенную область, оставляя только пустой нулевой сигнал. Delete удаляет выделенную область. Trim удаляет все, что вне области выделения. Delete part after loop удаляет все, что после поставленного нами лупа. О том, как поставить луп, я, кажется, говорил ранее, да? Insert Silence добавляет тишину, иногда полезно. Click Free Smooth Editing. Возможно, вы замечали, что когда удаляется часть сэмпла, возникает в начале или в конце щелчок. Так вот, чтобы это избежать, есть вот такая функция. По умолчанию она отключена. Почему же? Потому что она не всегда срабатывает хорошо. Например, давайте вставим тишину. Смотрите, тихо становится не сразу. Возможно, для кого-то это критично, но функция сама по себе определенно полезна. Transport Keystrokes to Host переключает передачу нажатия клавиш на клавиатуре от Edison к нашему секвенсору. Если это включить, перестанет работать, например, клавиша пробела. Это может быть удобно, если у нас какой-то отдельный контроллер, позволяющий работать с Edison. Даже не знаю, какие варианты есть. Может быть, подскажете? Tools. Под меню Amp. Непосредственно сама кнопка Amp, нажав на которой выйдет меню. Здесь можно изменить панораму по двум законам, круговой или треугольный. Изменить общую громкость или только одного канала, а также изменить стереосепарацию, то есть как звук будет звучать более в центре, по часовой, или более по бокам, против часовой. В FL Studio такая ручка, кстати, не раз встречается. Normalize, Lossy Normalize. Оба работают по схожему алгоритму, увеличивают громкость отреза до 0 дБ, цифровой максимум. То есть пик нашего сигнала поднимется до 0, а остальное вместе с ним по внутреннему алгоритму поднимется по громкости. Только Lossy Normalize имеет чуть иной алгоритм и призван улучшить качество нормализации, например, каком-нибудь MP3. Fade in, fade out, плавное вхождение или затухание звука. Declick in, declick out почти то же, что и fade, но не так плавно. Это, кстати, неплохо, а особенность функции. Убирает щелчки. Еще три важные кнопки. Это центр, центрирует форму волны, если вдруг она, грубо говоря, выше середины. Реверс, переворачивает сэмпл задом наперед. Swap channels, меняет левый и правый канал местами. Конвертация левого-правого канала в моно. Автоконвертация в моно, если сигналы слева и справа совпадают. Генерировать шум. Запустить скрипт. Вот, кстати, тут очень интересно. На официальном сайте разнится информация. Где-то написано, что скрипты написаны на языке Python, где-то на Pascal и Virtual Basic. Я не знаком с программированием так хорошо, поэтому не могу ничего сказать, но судя по формату файла, PyScript это все же Python, а сами скрипты лежат вот по этому пути. Хоть вы можете и не знать эти языки, тут есть готовые скрипты, которые делают интересный результат. Например, вот такой Bit Reduction может изменить битность звука. И вот опять пришли к вопросу, что такое битность? Я все же должен снять об этом отдельное видео, да? Acquired Noise Threshold устанавливает пик в качестве порога для шумоподавления. Gate Noise устраняет шумы, вообще весь звук на самом деле, если он ниже нашего порога. Кстати, порог вручную можно тут настраивать, помните, да? Trim Side Noise вырезает часть записи, которая находится ниже порога. Trim All Noise и Slice Up. То же самое, но еще и метки ставят. Остальные функции, наверное, не требуют объяснения, поэтому я просто переведу каждую. Convolution Reverb, импульсный ревербератор, Blur или размытие. Очень крутой инструмент, который из любого сэмпла может сделать пэд. При этом главное не забыть добавить маркер, чтобы знать, где начало нужных нот, ведь они размоются после обработки. Equalize, опять же эквализация. Acquire Noise Profile и Clean Up the Noise работают вместе. Первая анализирует шум на выбранном отрезке. Вторая убирает шумы на записи на основе запомнившегося шума. Это тот самый инструмент расческа. Нормализовать все регионы. Declick and Out на всех регионах. Сделать идеальными все регионы. Это как будто вы нажали Declick and Out одновременно. Tune Loop открывает вот такую тулзу, где можно настроить параметры лупа. Конвертировать в партитуру и выгрузить в Piano Roll. Крутая штука. Если вы не хотите подбирать ноты, Edison сделает это за вас. Отправить отрезок в плейлист. Отправить отрезок на выбранный канал. Далее идут маркеры или метки. Можно добавить регион, просто маркер, установить, где будет луп, установить маркер сильной доли. Я считаю, это очень важный тип маркера. При записи можно определить, где будет сильная доля. Кстати, если интересно узнать про слабые и сильные доли, а также про размерность в музыке, пишите в комментариях. Чем больше их будет, тем скорее запишу видео об этом. Далее удалить маркер, переименовать, быстро переименовать все, автопереименовывание всех, а также триггеры нот. Помните, я пропустил вкладку настройки. Вот это связано с этим. Следующие настройки маркеров описаны вот тут. Google Translate наше все. Вид.
Можете потыкать на параметры и увидеть, что меняется. Спектральный вид, одновременно показывать спектр и волноформу, отобразить настройки. Можете поиграться, тут просто меняются настройки отображения. Показать регионы, показать луп, формат времени, сэмплы, время, биты, авто, прокрутка сверху, фоновый градиент, инвертировать цвет сетки. Кнопка захват — это привязка выделяемой области к чему-либо. Она также есть вот тут внизу. Если нажать правую кнопку мыши, выйдет такое же меню. Привязка к сетке, регионам, сэмплам. И еще вот эти две Zero Crossing и Pitch Period. Если кто понял, о чем тут говорится, скажите мне, пожалуйста, мне тоже интересно. Настройки выделенной области. Отменить выделение, выбрать область перед выделенной, выбрать область после выделенной, выбрать область, которую вы сейчас видите. Также можно выбрать предыдущий или следующий регион. Метки, помните? Ну и настройка зума. Увеличить, уменьшить максимально, то есть покажет всю запись. Увеличить выделенный регион. Увеличить левую, правую часть от выделения. А теперь самое нижнее поле. Здесь можно получить быстрый доступ ко всем функциям, что мы рассматривали ранее. Кнопочка истории, левый клик возвращает, правый отображает историю. Тут основной вид и изменения огибающих. Панорама, громкость, стереосепарация. И последнее — это универсальная огибающая. Вот что сказано о ней на официальном сайте. Далее кнопки «Следовать за курсором при воспроизведении», «Переключить спектральный вид волноформы». Если нажать правую мышь, появятся настройки, которые мы уже видели. Отобразить Noise Threshold, который вот тут настраивался. Показать метки. Freeze предотвращает любые изменения сэмпла. При этом курсор приобретает вот такой вид икса. Click Freeze, Scoof Editing, мы уже об этом говорили. Snap to Grid, это тоже знакомо. Слайд. Если ее активировать, то при перемещении меток регионов перемещаться будут все метки, расположенные справа от нашей. И последняя, самая непримечательная функция — заглушить входящий сигнал. Кто бы мог подумать, что она тут находится. Ну, как я и обещал, сейчас покажу вам, как сделать не пентаграмму, но своего гигачада в Эдисоне. Для этого нам нужна будет вот эта программка. Скачать ее можете в телеграм-канале, ссылка на который должна появиться на экране. И также она будет в описании к видео. Обязательно подпишись, там выкладываю то, что не попадает на YouTube. Открываем программу. Нас интересует кнопка импорт изображения. Жмем на нее. Я вот заранее подготовил такое изображение. Заметьте, оно растянутое немного. Это потому что Edison не позволяет особо точно изменять scale спектра. Там только два варианта, поэтому я сделал вот так. Жмем Generate и далее Export Wave. После открываем Edison и вставляем туда гигачада. Жмем отобразить спектр. Что-то его плющит. Надо настроить. Переходим в настройки спектра и выбираем Natural Scale. Все, мы получили собственно гигачада в нашем Эдисоне. Его можно будет добавить любой звук или музыку через Paste Mix. Мне было сложно, но я это сделал. Не скупитесь на лайки и подписки, ведь чем больше их, тем больше видео будет на канале. Ссылка на официальный мануал будет в описании к видео и также в телеграм-канале. С вами был музыкальный помощник. До скорого.